Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как правильно избавляться от старых вещей, что вообще считать старыми вещами, почему именно они приносят вред и как правильно убирать негатив из дома, если в вашем доме есть те вещи, которые, возможно, разносят этот негатив. Друзья, все более подробно далее в этом видео. Вы знаете, очень важно для того, чтобы энергия в доме не нарушалась, окружать себя энергетически правильными вещами. Ведь вы знаете, что любая вещь или предмет, они способны притягивать различные энергии. И ведь очень важно, чтобы эти энергии были только положительными, так как от этого зависит то, что вы будете иметь в своей жизни и какие события вы сможете привлечь в свою жизнь. Поэтому, как правило, нужно время для того, чтобы избавиться от ненужного хлама и старых вещей. К сожалению, есть люди, которые не понимают, что такие вещи мешают им получать нужные энергии, и сами люди жалеют расставаться с такими вещами. Они только больше и больше окружают себя этими вещами, и в результате их жизнь начинает наполняться различными неприятностями и нехорошими событиями. Что же относится к хламу? Часто люди задаются этим вопросом и считают, что хлам – это то, что разваливается или полностью, например, в дырках. Но это совсем, знаете, неправильное восприятие. На самом деле к нему можно отнести даже новую утварь, технику, даже то, что лежит у вас без дела и только заставляет ваше пространство, мешая определенным энергиям свободно передвигаться по вашему дому. Итак, к таким вещам относится все, что лежит без дела. Что вам не нравится или было подарено людьми, которые не чистосердечно к вам относятся. То, что осталось вам по наследству, но не доставляет вам удовольствия, обратите внимание, также нужно убрать из своего дома. То, что у вас морально устарело, и вы никогда уже этим точно не будете использовать в своем будущем. Вещи, о которых вы забываете, вспоминаете о них только тогда, когда, например, начинаете перебирать свои шкафы. А достав из шкафа, вы испытываете какое-то неудовлетворение, вы расстраиваетесь, и эти вещи не приносят вам радость. Также это может быть одежда, которая не подходит вам по размеру, которая, например, вышла из моды, имеет какие-то дырочки, повреждения, одевая которую вы испытываете негативные эмоции. Далее поломанные, надбитые, поцарапанные и потертые вещи также не должны находиться в вашем доме. Если вы не умеете с легкостью расставаться с такими вещами, задумайтесь о том, готовы ли вы остаться без положительных энергий, поменять приятные события на неудачи, которые будут наполнять вашу жизнь. Настолько ли вам необходима эта вещь? Как часто вы ней пользуетесь? И стоит ли эта вещь того, что вы, одевая ее или взяв ее в руки, вы будете испытывать неприятные эмоции и ощущения? Когда вы начнете отвечать на эти вопросы, вы увидите, что вы начнете многое осознавать и сами захотите избавиться от этого груза, который постоянно, к сожалению, тянет вас назад. Ну а чтобы правильно подготовиться к тому, чтобы расстаться с ненужными вещами, выберите день, и даже если у вас не будет настроения или желания, вы должны к этому приступить, при этом не откладывая. Чтобы подстегнуть себя к этому, и чтобы у вас не было возможности сделать шаг назад, возьмите накануне вечером щепоточку молотого лаврового листа, откройте окно и киньте лавровый лист в окно со следующими словами: «Лавровый лист кидаю, этап новый начинаю, для энергий положительных место освобождаю. Если этот шанс упущу, на прежнее место сойду и уже ничего не изменю. Поэтому вперед шагаю и ни на шаг назад не отступаю».
Помните, проделав именно эту практику, вы обязаны обязательно начать делать то, что вы задумали. Иначе сами уже своими, получается, действиями можете притянуть неудачи в свою жизнь. А приступив, не планируйте все сделать за один раз. Начните изначально все сортировать. Избавляйтесь первым делом от самого ненужного. Сделав это один раз, вы будете стремиться освободить больше и больше пространства вокруг себя, запустив больше и больше положительных энергий. Когда вы это будете делать, также представляйте взаимозаменяемость. Допустим, вы выкинули старый утюг, но на его месте появится новый и современный. Выкинули платье, которое не носили много лет, представьте, как вместо него покупаете себе красивое и дорогое платье. И вы удивитесь, но вы не будете ощущать грусть, а наоборот у вас улучшится настроение. И чем вы больше будете освобождать себя и свое жилье от ненужных вещей, тем больше оно будет улучшаться, а приятные события будут случаться в вашей жизни. Вы должны понимать, что когда вы избавляетесь от вещей правильно, вы и опомниться не успеете, как у вас начнут появляться деньги, на которые вы сможете приобрести новые вещи и получать положительные эмоции от всего того, что в дальнейшем будет вас окружать. Но не бросайтесь в покупки с головой. Не имейте привычку скапливать ненужные вещи, так как эта привычка очень быстро вернет вас на начальное место, с которого вы начинали, и вокруг вас вновь начнет образовываться энергетический застой. Уют, который начнет проявляться после того, как вы избавитесь от ненужных вещей, вас очень порадует. А вещи, которые придут на место старых, будут помогать вам ощущать силу и уверенность в себе, наполнять ваш дом хорошей энергетикой. Когда вы избавитесь от ненужных вещей, обязательно проведите в доме практику по очистке и привлечению созидательной энергетики в ваш дом. Для этого вам понадобится 7 лавровых листьев и блюдце с солью. Листья корешками вниз по кругу установите в соль. Носики лавровых листиков подожгите. И так обойдите по кругу весь ваш дом, окуривая его и при этом проговаривайте такие магические слова. Соль, все плохое из моего дома убери, в себя его вбери и обратно не отпусти. Лавровые листья, энергии нехорошие собирайте и распространиться им больше не давайте. Для нужных энергий и новых вещей в доме моем место освобождайте. Листьям дайте догореть, смойте соль и выбросите их. Затем возьмите блюдце, наполните его сахаром, далее сделайте круг из эфирного масла пачули. Вовнутрь круга установите палочку из корицы и обойдите весь ваш дом снова. При этом уже проговаривайте следующие магические слова. Счастье, удачу, деньги в дом привлекаю, только светлыми энергиями его заполняю. Все, что задумаю, получаю и энергетику жилья с каждым днем укрепляю. Сахар все это приумножай и привлекай, по дому распространяй. Далее разложите на подоконнике сахар из блюдца на 3 дня, а вот палочку корицы положите возле входной двери. По истечению времени соберите все и вынесите на улицу. Бросьте через ваше правое плечо, проговорив следующие слова. «Все, что позвало в жизнь мою, приходи, и светлыми энергиями все вокруг меня заполни». Проделав эту простую практику, вы увидите, как быстро в вашей жизни произойдут приятные события. Не расстраивайтесь, когда поймете, что это все можно было получить гораздо раньше и сделать свою жизнь намного счастливее. Главное ведь, что вы смогли сдвинуться в правильном направлении и окружить себя новыми событиями и вещами, начав новый жизненный путь. Главное, не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте двигаться в правильном направлении.
Ведь дальше все будет становиться только лучше и лучше с каждым днем. Помните о том, что многие вещи зависят именно от вас. Если вы желаете что-либо изменить в своей жизни, то только вы можете это сделать. Помните об этом. Друзья, мы надеемся, что наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация действительно будет полезна, важна, и этот человек может изменить свою жизнь, при этом даже кардинально. Также, друзья, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. В нашем телеграм-канале также много полезной и интересной информации. Ну а прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое на интуитивном уровне у вас больше откликнулось в сердце. И смотрите, скорее всего, там подсказки есть для вас и для ваших каких-то определенных ситуаций. Всех вам благ, услышимся, друзья, уже с вами в следующем видео.